Добрый день, друзья, товарищи! В эфире обзоры и тесты от Бородача. И сегодня я продолжаю разбирать тему мужского здоровья, мужской силы и мужской слабости. И на повестке дня сегодня такой вопрос. Какие операции можно сделать, чтобы дольше не кончать? Эта тема в прошлый раз набрала очень много лайков, поэтому я, собственно говоря, выбрал ее. По статистике врачей-урологов очень много мужчин страдают от проблемы раннего семяизвержения. Ну и, соответственно, они хотели бы тарабаниться подольше. И сегодня видео как раз из этой серии «Как дольше не кончать». На сей раз рассмотрим такой аспект, как операции. Какие операции для этого существуют? Итак, поехали! В общем так, друзья, в одном из прошлых сюжетов, мои давние зрители наверняка его смотрели, а кто новенький, для тех будет ссылка в описании, вот там вот внизу. Так вот, в одном из моих первых видео по этой теме я разбирал подробно те причины, которые лежат в основе раннего оргазма. И основных причин 3. Это психологические проблемы, повышенная чувствительность и воспалительные процессы в мужской половой системе. Так вот, проще всего с психологическими проблемами. Существуют современные типы лекарств, например, тот же российский примоксетин, про который я много уже говорил, которые способствуют устранению психологических проблем. И вот это вот раннее семяизвержение убирают. С воспалительными проблемами, конечно, сложнее. Тут нужно вылечить вот эти вот воспалительные заболевания, и тогда проблема раннего оргазма уйдет сама собой. Сложнее всего с повышенной чувствительностью. Она убирается путем либо долгих упражнений, либо при помощи операций. Про упражнения я как-нибудь тоже сюжет сниму. Опыт в этой теме у меня есть что про это рассказать. Я сам их делал. Ну а сегодня про операции. Для снижения чувствительности нашего Василия Шандыбина есть 3 вида операций. Они проводятся либо по отдельности, либо могут проводиться все вместе, что дает, соответственно, максимальный эффект. И первый вид операции – это обрезание крайней плоти. Данную операцию многие знают. Многие проводят ее в детстве по религиозным соображениям, но, как говорят урологи, взрослые мужчины обращаются ничуть не реже, чем дети, и религия тут уже ни при чем. Тут либо уже медицинские какие-то причины, либо как раз то, о чем мы говорим, это желание избавиться от раннего оргазма. Обрезание бывает полное и неполное, намного чаще оно все-таки делается полным. Операции это несложные, делается она, наверное, минут за 20 под наркозом, после чего можно сразу идти домой. Заживает где-то, наверное, за несколько недель. И после чего можно уже приступать к нашим мужским развлечениям. Как правило, после проведения обрезания длительность возрастает. Связано это с тем, что открытая головка, ничем не защищенная, постоянно трется об трусы, грубеет и теряет чувствительность. Обрезание можно даже сделать бесплатно в обычной больнице, но если, конечно, вас направит уролог. Но чаще все-таки делают ее платно, в различных платных урологических клиниках, либо в клиниках пластической медицины. Стоит это где-то около 6 тысяч рублей, то есть совсем, в общем-то, недорого. Второй вид операций, пожалуй, очень мало распространенный у нас, но довольно-таки распространенный на Западе. Это удлинение уздечки. Дело в том, что уздечка Василия – это очень чувствительное место. Если она находится в напряжении, то и весь Василий чересчур напряжен и возбужден. А если ее удлинить, то становится получше. Делается она, соответственно, в клиниках пластической хирургии. Стоит данная операция около 12 тысяч рублей. Делается быстро и без проблем. Но это не универсальная операция, подходит она далеко не всем. Делается только после консультации и обследования у грамотного уролога. Потому что кому-то она может помочь, а кому-то оказаться абсолютно бесполезной. Ну и третий вид операций, пожалуй, наверное, можно сказать, что он самый эффективный, это денервация полового члена. Что это такое, простыми словами? Это перерезание нервных волокон, которые ведут к головке. Можно перерезать все нервы, и мы получим абсолютно нечувствительную головку. Можно не все, тогда чувствительность головки снизится вот пропорционально, так скажем, проценту перерезанных нервов. Обычно перерезают где-то 2/3 или что-то около того. Данный вид операции делается в урологических клиниках. Стоит он где-то 10 тысяч рублей. Операция также простая, быстрая. И где-то через месяц Василий может снова обслуживать женщин.
скажем так. Очень часто делается эта операция совместно с обрезанием, чтобы типа уж раз залезли, давайте все по максимуму отрежем. Вот такие дела. Ну и какие же, друзья мои, из всего этого можно сделать выводы? Лично я никаких операций не делал себе, но задумывался об этом много раз. Проблема эта у меня иногда всплывает. Я ее решаю с помощью премоксетина. Раньше, когда его не было, решал с помощью упражнений. Но у меня это не критично. В основном могу тарабаниться долго, сколько сил хватит. Но иногда бывает. Но если у вас данная проблема стоит очень остро, то операция – это как раз ваш путь. Только обязательно, друзья мои, проконсультируйтесь с грамотным урологом, потому что, возможно, другие методы лечения в зависимости от той причины, которая у вас эту проблему вызвала. Вот такие дела. На сегодня это все. Ставьте лайки, если вам было полезно и интересно. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Ну а на сегодня это все. Всем пока. И да пребудет с нами сила Тодолофила.